Привет всем! Вы на планете увлечений с Еленой Варвар. Наши ссылки на канал и на мою страничку ВКонтакте будет выложено под видео. И сегодня мы будем декорировать стенку дарами моря. Многие из вас бывают на море с ребятами, со своими, с детьми. Они очень любят собирать ракушки, иногда и взрослые их собирают. Но пристроить их куда-то, как бы это отдельная история. Вот, конечно, можно сделать красивую витрину, там разложить их как-нибудь красиво. Вот. Но в данном случае я предлагаю вам один из видов декоративно-прикладного искусства, вот, которое не унесешь с собой в кармане. То есть это может быть стена, это может быть кусочек какой-либо другой поверхности. Вот. И первым делом расскажу о материалах, которые нам понадобятся. Значит, непосредственно это сами наши ракушечки. Там различного типа. Это не натуральный слепок. Это натуральная, кстати, соржак. Да, в данном случае. Устрицы свежие. Вот. И обычные наши ракушки у нас и речные такие есть, и морские, естественно. Вот, значит, сами ракушки. Дальше. Материал, на который я креплю, это сухая смесь для плитки керамической. Вот. Цвет выбираете сами. Я выбрала светло-серый. Вот вода для разбавления. Шпатель. Вот что тут сразу приготовить. Сухая смесь у меня от предыдущей пачки. Здесь лежит баклажка какая-нибудь для замеса, перчатки защитные. Вот, кроме ракушек можно использовать и другие твердые материалы, которые в данном случае это экстерьер у меня и материалы, которые дождя не боятся, не распадут. Это может быть керамика, это может быть остатки плитки керамической, цветной, да. То есть мозаику можно из чего угодно сделать. Мы будем работать в технике мозаики. Вот. Остатки фарфора, разбитые чашки, все что угодно, да, то, что не боится дождя, оно может послужить вам материалом. Вот. На всякий случай щетку приготовила, тряпки, совок. Приготовила еще наколенники для работы в саду. Обычно их используют. Ну, поскольку у меня стенка низкая, то я буду их использовать для коленей. Можно под пятую точку тоже что-то приготовить, то есть чтобы было удобно работать. Вот, все должно быть под рукой. Ну и поскольку дело происходит в Британии, то я выбрала бретонские знаки для того, чтобы вот оно бегано, свежее, отваренное, да, улиточки такие маленькие. И вот здесь на подносе у нас находятся знаки бретонские как раз, да. Вот. Вот этот вот знак. Сейчас я его разверну. Вот он. Это знак горностаевая шкурка. То есть горностай — это символ Британии. И вот здесь они есть черные на белом и белые на черном. Дальше знак бретонский, который символизирует волну, потому что дело происходит на берегу моря, и их различные сочетания вот на данном подносе. Вот это я и взяла за основу. Дальше, как это работает на самой мозаике. Вот он, знак волны. Да, я использовала здесь белые ракушки из-под устриц, да, и маленькие ракушки, которые часто встречаются на берегу моря. Не знаю даже, как они называются. Это у меня белое пятно, как раз знак волны. Он, естественно, будет на темном фоне. Значит, я использовала бигарно. Вот здесь вот не очень удачно у меня получилось, я считаю.
Из этих же устриц я сделала фигурку, шкурку эрмина, шкурку горностая, вот, которая является тоже символом. Вот они, ручки, голова, ножки и хвост. Вот, но эти ракушки, они были темные и под действием воды потихоньку высветлились. Можно их будет протонировать слегка. Вот. Вот. Но, в принципе, сразу следующую я как раз буду делать такую же шкурку, светлую на темном фоне. Светлую на темном фоне. И таким образом она у меня хорошо прочитается. То есть правило простое. Светлое на темном, окружено темным. Темное окружено светлым. Вот. Сегодня я покажу, да, светлое на темном. А дальше мы поменяем. И буду сочетать эти знаки. Вот дальше можно будет волну сделать темную на светлом фоне, чтобы у нас было некое разнообразие. Вот. И таким образом выстраивается сама мозаика. Я сейчас вот здесь вот на полу, рядом с тем местом, где буду работать, сделаю сначала эскиз. Вот. То есть прямо их разложу в том месте, где сейчас наколенники лежат, а потом перенесу на стенку. Ну вот, я сделала минимальный эскиз, тот самый горностай, да, голова, лапки, задние лапки, хвостик. Не сам горностай, а шкурка до горностая, да, является символом Британии. Вот, и ракушки, между ними я замерила расстояние здесь 27,5, вот оно 27,5. Первая ракушка у меня уже выложена, вторую я сейчас выложу, и между ними расположу вот как раз эту шкурку горностая. Вот, обложу ее темными ракушечками. Здесь я их выкладывать не стала, смысла нет. То есть, когда мы выложим фигурку, начнем заполнять пространство между ними. И сейчас на скорости я буду показывать, чтобы не смотреть слишком долго. Вот, чтобы ваше время не тратить на механическую работу. Но смысл в том, что сначала тонким слоем я нанесу раствор. Да, я его еще не намешала. Сейчас намешаю, с этого начнется новое видео. Вот, обратите внимание, вот эта вот емкость, в которой я намешиваю, она тонкая, и я все сухие кусочки, которые были, сейчас удалила. Несколько раз ее можно будет использовать. Что-то наподобие можете тоже найти. Чисто практический совет. Вот. И тонким слоем я нанесу. Потом я приложу ракушечку, да, и у меня появится след от нее. В этом месте я увеличу слой раствора, да, клея для плитки, для того, чтобы она у меня зафиксировалась. Вот. Дальше внизу то же самое сделаю. Потом увеличу немножечко слой и нанесу вот эту вот фигурку. Там по ходу будем смотреть, где-то больше будем добавлять, где-то меньше, потому что они у нас не имеют ровную поверхность, как плитка, и расход материала клея будет больше, чем написано для керамической плитки. Понятно почему, потому что это неровные поверхности, и состава нужно будет больше. Вот, в принципе, все, что нужно знать, да, и на каком-то моменте я еще остановлюсь, если вдруг посчитаю, что это будет нужно. Ну, вот такой состав мы намешали. Грубо говоря, ложка должна почти стоять. То есть, ну, главное, чтобы она у нас не истекала по поверхности стены. То есть достаточно плотность была. Ну и мы начинаем. Начну с больших ракушечек. Тонким слоем прорабатываем жесткость в тех местах, где непосредственно будем. То есть поэтапно будем делать.
можно размазать вверх. И вот прикладываю пушечку и смотрю, как она у меня отпечатается. Так, еще отпечаталась, значит, надо сделать слой побольше. Мы видим примерно, да, где нам нужно будет добавить материала. А с середины, наоборот, его стараюсь убрать, чтобы сократить расход. И смотрю, фиксируется? Нет, не фиксируется. Где выгоднее мне сделать? Внизу или внизу больше нанесу. А низу надо будет еще чуть-чуть. Добавляю. Все, начинает фиксироваться. Вот, я приготовила тряпочку, да, чтобы у меня материал сильно на ракушки не заходил. Вот я зафиксировала первую ракушечку. Ну вот, способ уже проверили. Здесь заодно эстетику наведу. Вот здесь мы можем сразу же добавить немножко материала и выложить темную часть. Я смотрю по форме. Как мне ее выгоднее положить. Допустим, так. Здесь сразу тоже материала достаточно. И убираю с ракушечки. При этом придерживаю. Оно у меня не сдвинулось. Вот. И нижняя ракушечка. Сейчас у нас пойдет. Ну вот, обращаю внимание на то, что там, где я работаю над нижним слоем, я немножко подпираю верхний слой, чтобы естественное оползание не сильно испортило эскиз. Вот наша фигурка готова. Она у нас светлая, на темном фоне. Вот. И сейчас осталось немного раствора. Я им загрунтую стенку, чтобы у нас расход материала в следующий раз был меньше. Ну и еще важный момент: погоду выбрать, чтобы без дождя была, вот, чтобы не размыло вашу работу, поскольку мы работаем в экстерьере, да. И материалы мы выбираем для экстерьера, то есть для внешних работ.